Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Начинаем наш эфир. Моноэфир, я думаю, что он будет не слишком продолжительным, потому что мне нужно еще забрать машину. И, соответственно, буду лимитирован по времени. Ну, в общем-то, это не проблема, потому что я хочу пройтись по такой фундаментальной теме, почему у нас сейчас все так и откуда корни этого кризиса. И на эти размышления меня натолкнула утренняя беседа с моей супругой, с моей женой, которая, мы с ней там проговаривали вот ситуацию в стране, ну, регулярно проговариваем, и она мне сказала, что, ты знаешь, я, глядя на все это, иногда прихожу к мысли, что вот эти конспирологические всякие теории, которые часто можно услышать у нас в обществе относительно того, что есть некий там план по депопуляции там Украины или план по там превращению ее в колонию там и прочего такого рода вещи, что это имеет под собой какое-то основание, потому что ты смотришь вот на действия власти, на действия людей, и просто диву даешься, как в принципе такое возможно. И я ей говорю, ну смотри, давай посмотрим просто на нашу ситуацию. Там, да, вот 3 дня назад, или 2 дня назад, уже 2 дня, наверное, назад, 2 дня назад с нами произошла конкретная ситуация. У нас собачка вышла, наша собачка вышла через открытую после прихода сверки счетчиков, женщина вышла и недостаточно там ее как-то захлопнула, и дверь чуть-чуть приоткрылась. И собачка вышла на улицу и пошла по небольшой улице, на которой мы живем, там на Западной Украине. Ну, пошла, как пошла собачка. Она за свои 9,5 лет жизни, наверное, за всю жизнь, ну там, раз 20 там, или 30 выходила вот подобным образом, никогда далеко не уходила и быстро возвращалась, если ей там выходили, кричали там или находили ее там, да, потому что все соседи знали, что она наша, что она там спокойная, что, ну, это просто корг, да, вот вельшкорг, обыкновенный вельшкорг, которого все знают, как такая улыбающаяся собачка. И вот собачка выходит на улицу, идет по улице, проходит там 200 метров, и ее в упор там расстреливает быдло, которое живет, всю жизнь живет возле нас, знает, что это наша собака, знает, что у него дома сын созачечник, то есть, ну, могут быть какие-то последствия для сына созачечника, которого он прячет. И, тем не менее, просто тупо стреляет собаку. Ну, естественно, через какое-то время, там, часа через 1,5 или через 2, как только я узнал, что собаку убили, я сразу сказал звонить в полицию и запускать все по протоколу, чтобы провели, следственная группа приехала там, и все на руках было для того, чтобы эту тварь просто загнать, как говорится, за можайскую линию по всем нормам закона. И вот я говорю, смотри, наша ситуация, наша просто семейная ситуация, она тебе показывает, что не нужно искать каких-то глубоких каких-то корней явления, там. Не нужно углубляться в какую-то конспирологию, искать какой-то заговор. Когда люди, которые тебя знают десятки лет, с которыми ты не имеешь там никаких конфликтов, которых ты видишь там, я его не видел за там, более чем 20 лет нашей совместной жизни, я его ни разу не видел. То есть я даже не знаю, как этот дебилоид, как он выглядит. И вот он просто делает абсолютно абсурдный с любой точки зрения для нормального человека, он делает абсолютно абсурдный шаг, который ну, обернется в его судьбе существенными изменениями ее траектории, приведет к проблемам, к судам, к страданиям, к заключению там, и так далее, и так далее, и так далее, которых можно было бы просто избежать, если бы ты, ну, как бы, ну, был бы человеком. Ну, потому что, глядя на... Поставь его, как бы, вот...
Вот это вот наша собачка, вот это была, наш коржик. Вот. Милое, доброе существо. Но глядя вот на вот это существо, ну, как в принципе может подняться рука на этого фактически человека, ну, потому что он просто не разговаривал, но он все понимал. Вот, которому теща приготовила супчик, вот, как он любит, потому что он, ну, просто был членом семьи. Убирай фотку. Вот, и значит, ты берешь, достаешь ружье, ты увидел, что вот он там идет не спеша, потому что он же никуда не бежал, он же не сидел, не ждал его там специально с ружьем, да, то есть, понимаете, человек увидел, что идет собака не спеша, он побежал домой, достал это ружье и выстрелил в него. Ну, какой должен быть мотив, чтобы сделать вот эти вот действия? Он же мог не выйти, он же мог не появиться, как бы там, да. Можно было его ждать там месяц, год, потому что он очень редко вот так вот пробегал. Мы всегда там смотрели за тем, чтобы он не выскочил. И, собственно говоря, вот эти рассуждения, они меня заставили сделать этот эфир, который я хотел сначала облечь в форму, так сказать, текста свои размышления, а потом вот уже не успевал, и я решил сделать этот эфир. Вот. И мне вчера один товарищ позвонил, тоже все там сочувствовали, когда я выложил эту фотографию, и он мне говорит: ты знаешь, Юра, мне стало легче, когда я начал исходить из того, что люди вокруг нас, они думают не так, как мы, а то, что они ненормальные, что у них нет там этой человечности, что у них нет этой доброты, что они способны вот на такие вот действия. И я просто сразу я сразу себя почувствовал легче, потому что у меня вдруг те иллюзии, которые мне создавали проблемы, они исчезли. И, соответственно, я освободился от тех проблем, с которыми сталкивался из-за того, что я исходил из того, что люди окружающие такие же, как и я. И что на самом деле, там, как Хань Фэйцзи там, больше 2000 лет назад писал, что человеческая природа зла. Вот, и легизм в Китае, вот он исходил из этого. И дальше я начал вот супруге своей объяснять, что почему быдло вот это вот, которое есть у нас на всех уровнях, и что наш кризис является его апофеозом, почему оно в Украине настолько беспредельно в своих как бы проявлениях на любом уровне социальной иерархии. То есть вот начиная от маленькой, где такое как бы вот быдляка такая, как бы, которая живет на улице и которая там достает всех, все его ненавидят, потому что он может выйти там расстрелять коров из мелкашки, начать стрелять, которые там через речку пасутся на соседнем лугу, вот, там поджечь луг, потому что он считает, что это луг его, хотя никаких оснований для этого не имеет. Вот. Или нестись по улице, там, где дети играют, нестись на своей машине, там, поднимая куряву пылу, там, да, и все ему говорят: ну зачем ты это делаешь, ну дети ж как бы играют, ну тем более тут тебе 200 метров проехать, куда тебе нестись. Вот. А он это все игнорирует. И вот это вот быдло, оно ничем не отличается от быдла наверху. Я это еще лет 15 назад сформулировал, когда говорил, что трагедия Украины заключается в том, что народ и элиты, они практически неотделимы, что пропасть, точнее говоря, никакой пропасти не существует. То есть есть страны, там, в которых существует пропасть между элитой и быдлом, как бы там, да, ну, быдлом, как бы нормальными людьми, как вот простолюдинами там раньше называли, там, да, то, что называется сегодня массы, народ, там, вот в таком ключе. Вот. И элита, которая там может быть интеллектуальная, там, аристократическая, там, да, какой угодно. Ну вот в Британии там огромная как бы разница там между рабочим классом там из Манчестера и элитами даже в произношении, даже в акцентах, как бы там, да, даже в английском языке. И по акценту можно определить, из какого района, собственно говоря, Британии является человек. Вот. И вот
То, что мы имеем в Украине и в более широком плане на постсовке, потому что Россию это тоже касается в такой же степени, поскольку корни в том числе в 1917 году, но не только в нем, потому что ряд вещей заложены были еще дальше туда, во времена реформации, которая в Европе происходила, всех этих религиозных войн и вообще формирования дисциплинарного государства, как его там Мишель Фуко описывал. И, собственно говоря, тут про санкции спрашивают. Друзья, эфир был 2 часа назад с Тышкевичем по санкциям, поэтому не отвлекаемся от главной темы, просто заходите на эфир с Тышкевичем, там все объяснили. Так вот, в Европе это все происходило несколько в другом ключе. Почему быдло, которого там тоже очень много? Потому что те, кто думают, что в Европе нет быдла, то глубоко заблуждаются. Ну, те, кто там в Братиславе там, или в Праге были, когда там происходят футбольные матчи, и прилетает откуда-то из Манчестера там, или из Лондона прилетает самолет, набитый пролетариями, который тут же суд прямо на центральной площади, как бы я это своими глазами видел не раз, и особо не заморачиваются, как бы там, и ведут себя соответствующе, тот не имеет никаких, собственно говоря, сантиментов относительно того, что быдло в Европе присутствует и тоже в больших масштабах. Но в Европе быдло всегда, ну не всегда, на протяжении нескольких сотен лет, оно было ограничено институциональными рамками. То есть там вот это дисциплинарное государство, которое последовательно формировалось там, с Средневековья, там, да, оно, в общем-то, сформировало соответствующие рефлексы. Я сам наблюдал за немцами, которые, приезжая сюда, просто нажирались в такой свинячий визг, потому что происходило, ну, как бы, освобождение от оков вот этого дисциплинарного государства. Они понимали, что тут за ними никто не следит, тут не будет никакого наказания относительно такого поведения. И поэтому тут можно расслабиться, можно себя вести соответствующим образом. А в той же Германии, как я уже вспоминал эту книжку «Праведный палач», в той же Германии вот это вот надевание дисциплинарного мешка на быдло, оно происходило на протяжении столетий. И вот в «Праведном палаче» описывается, как этот палач Миллер, который в Нюрнберге на протяжении там, нескольких десятилетий выполнял функцию наказания, то есть это касалось там, не только смертной казни, там, четвертования там, или отрубания головы, там, или утопления, там это все описывается, как это происходило. Вот. И, собственно говоря, он выполнял не просто функции там, надзора за осужденными в тюрьме, порол их, там, как бы, там, да, проводил допросы, которые магистрат санкционировал, там, и так далее, и так далее. И вот его деятельность, она происходила в тот момент, когда был принят свод кодекса таких законов, который вошел в историю как Каролина, когда происходило ужесточение наказаний, дисциплинарной ответственности, жесткая такая регламентация этого всего. И по сути государство начало оформляться, ну, вот в те формы, которые потом стали привычными нам сегодня. И вот этот весь просто ужас средневековой Германии, или Германии на пороге перехода как бы вот в эпоху нового времени, он начал структурироваться, и девиантные формы поведения, которые были далеко не девиантными, а вот просто, ну, повседневными. Ты мог не проехать, точнее говоря, мог не доехать живым из одного там, городка в другой городок на расстоянии, находящийся там на расстоянии друг от друга 10 километров, потому что там в лесах где-то сидели банды каких-то молодцов, которые тебя в любой момент могли ограбить, изнасиловать, убить, или там в трактире
тебя отравить чем-то и разделить там твое имущество. Ну, короче говоря, вот средневековая Европа и эпоха позднего средневековья, она была вот такой вот, она была очень опасным местом для жизни, поэтому жизнь как бы там протекала быстро и с огромным количеством последствий и осложнений. И вот начинается вот этот вот переход, который наложился как бы на формирование там условной протестантской этики и, с одной стороны, как бы там разворачивание капиталистических отношений и как бы появлением различных направлений философии, там, Декарт, там все остальные, которые пытались осмыслить тот мир, в котором находились, и гуманизировать его, да, там Эразм Роттердамский там, и прочие люди. И вот на этом фоне палач Мюллер из презираемого человека, потому что с палачами никто не хотел якшаться, грех было с ними, не то что грех, а просто как каста какая-то, ниша, там, да, к ним относились. То есть им могли выделить там отдельный дом, и выделяли, они передавали свое ремесло из поколения в поколение, но они были чем-то низшим. И вот в XVI веке начинается этот переход, когда вдруг стало понятно, что вот эта каста, она превращается в социально значимую, потому что государство, которое дисциплинирует своих граждан методом принуждения и насилия, которое освячено этим государством и которое государство считает социально выгодным, правильным и желаемым, соответственно, начинается изменение статуса таких людей. И вот это, я вот когда в следующий раз там в Нюрнберге буду, то я обязательно постараюсь найти этот домик, потому что где жили эти палачи, поскольку он остался до сегодняшнего момента там, да. И интересно просто посмотреть на него. И вот спустя 130 лет после того, как там Мюллер умер, а по историческим меркам это очень такой небольшой промежуток времени, в той же самой Германии начинается резкое снижение наказаний именно таким образом, то есть как бы там через четвертование, значит, повешение, там, отсечение головы там, и так далее. Потому что у людей сформировалось четкое, во-первых, понимание того, что государство имеет компетенции и имеет возможности наказать преступления самого различного, значит, вида. А с другой стороны, государство стало гуманизироваться, потому что оно под воздействием вот этих всех идей, которые там были на фоне эпохи, стало понятно, что человеческая жизнь имеет значение, и зачем там условно убивать человека, который там влетел в какие-то проблемы, если его можно отправить в работный дом, там, да, или же отправить в колонию, как это происходило в Британии. Я тоже приводил эту статистику, что в конце 18 века, то есть это уже намного ближе к нам, уже революция начиналась во Франции. В конце 18 века порядка там до 60% преступлений, за которые отправляли в колонию, они были по современным меркам, просто там мелкими. То есть человек из этой кастрюли украл курицу какой-то там бездомный, вот, его поймали и могли повесить, и это в Великобритании было там сплошь и рядом, а могли отправить в колонию для того, чтобы там он отбывал срок, а по ходу выполнял полезную для государства функцию, которая позволяла эти колонии, собственно говоря, превратить в активы, которые наполняли Британию ресурсами, там, деньгами, рабами там, и чем угодно. Вот. И у нас этого всего не было вот на этом пространстве, как бы там, да, потому что поскольку государство всегда находилось в полуразобранном таком виде,
И только там, условно, когда появилась Российская империя, которая стабилизировала как бы вот это вот пространство, то даже здесь государственный чиновничий аппарат не долазил вот как бы до самого низу. Вот этот формат кайдашевой семьи, вот, он постоянно существовал. И, наверное, только при Советском Союзе, в силу его тотальности и в силу того, что была индустриальная революция, необходимо было соответствующее образование, и, собственно говоря, тех задач, которые ставило перед собой государство стало всепроникающим и контролировало общество намного сильнее, чем это было там при царском режиме там, или при царях, я имею в виду при императорах, а до этого при московских царях. Вот, но даже там были лакуны, куда оно не могло там дотянуться, потому что можно было там на какие-то промыслы уехать, уйти в Сибирь, уйти во внутреннюю миграцию. Особенно после того, как Сталин умер, то как бы произошли послабления. Вот. И еще один важный момент, что сама по себе революция 1917 года, она же как бы освободила просто вот эту вот черную вот эту вот массу, весь этот хаос, который внутри бродил из-за перенапряжения, которое было связано, что правящие классы, элиты притесняли как бы низшие классы за их счет обогащались, собственно говоря, существовали, смотрели на них как на быдло, как бы там, да. И вот эта масса, которая получила в начале 20 века возможность в условиях Первой мировой войны сорвать эту крышку имперского котла, вот, она хлынула во все стороны, и тонкий слой российской элиты был просто уничтожен, частично сбежал за границу, там в лице, в том числе таких известных украинцев фигур, там, как Бердяев или Сикорский, а частично был имплантирован внутрь нового советского имперского организма и поставлен, так сказать, ему на службу только произошло включение социальных лифтов, когда вот эта вот как бы масса, которая была внизу, необразованная и так далее, она полезла наверх и получила образование, и начали формироваться свои уже советские традиции, например, связанные с профессиями. То есть как бы у нас же до сегодняшнего момента мы постоянно празднуем День юриста, День экономиста, День учителя. Это же как бы корнями из вот этой вот сословной традиции, которая была сформирована в Советском Союзе, до того в Российской империи. И каждое сословие в силу своей функциональности относительно режима, относительно его значения, оно предполагало наличие своего праздника, так сказать, который фиксировал вот эту вот позицию. То есть там условно работник КГБ, там он был в иерархии, там, да, выше, чем, я не знаю, шахтер, там, да, а потом мы помним моменты, когда шахтеры тоже там были белой костью в пролетариате, там, да, и помним все эти стахановские как бы подвиги, которые мифологизировались там, и подавали соответствующим образом. Вот. Но из-за того, что совок развалился по куче причин, которые мы тут рассматривали в том числе, то произошел следующий процесс, который привел к апофеозу как бы вот этого быдла, там, как бы, да, которая получила возможность вырваться вот окончательно на какое-то время, естественно, из оков и самопроявляться в любых формах, в любых абсолютно идиотических каких-то процессах, формах, как я уже сказал, как бы там, да. И в результате мы видим, как сколлапсировало государство, фактически сколлапсировало, потому что
вдруг оказалось, что ничего, кроме алчности, положенной на пустоту, ну, пустоту в плане идеологии, в плане мировоззрения, в плане ценностей. То есть, как бы, все ценности у этих людей – это вот это вот сформированное еще при позднем совке дефицитное детство, которое оформилось в безумную гонку за материальными какими-то благами. Там автомобиль, помните, автомобиль, и все, человек падал в обморок в начале 90-х, потому что в Советском Союзе автомобиль, ну, это была вообще как бы просто идея фикс там. Вот. И низы общества, вот о которых Олег Попенко сейчас в чате говорит, и вот низы общества, предоставленные сами себе, они в результате сформировали вот этот вот безумный микс элитный в Украине, который фактически закопал государственность и закопал сам себя. Да? Потому что между вот этим вот мудаком, который стреляет в собаку, просто потому что ему хочется, и мудаком, который, отвечая, допустим, за энергетику, на которой воровал там его клан на протяжении десятилетий, и он ничего не делает для того, чтобы прикрыть энергообъекты, потому что он своровал там в условном 17-м, 18-м, там, 20-м году на ремонте энергетических объектов кучу бабла, а война теперь дает возможность уничтожить следы преступления, потому что прилетела ракета, уничтожила. Кто докажет, что там завезли какое-то оборудование, которого на самом деле не было, как бы там, да, и как мне еще лет 10 или 12 назад, наверное, рассказывали, как на Змеевскую ТЭС завозили уголь напополам со шлаком, вот, которым топили котлы там, и, соответственно, просто огромное количество денег воровалось, потому что уголь подавался как чистейший антрацит, как бы там, да. Вот. Так вот, когда подобные вещи происходят, то вот это быдло, которое как бы принимает решение по поводу того, что не надо защищать там энергетические объекты там, или смотрят спустя рукава вообще на какую-то проблему. Вот они сейчас все там озаботились проблемой ПВО, там все, так вот это все как бы то, что 3 с лишним года, вот мы говорили в этой там, и в других студиях, там, да, вот они сейчас начали метаться, потому что у них абсолютно такое же сознание, как у этого мудака. Ну, то есть у него в голове, в принципе, не складывается, что, стреляя в собаку, он стреляет в своего сына-СЗЧшника, потому что следом могут приехать менты, потому что у него вообще в голове не существует собака как субъект, как бы, к которому нужно относиться как к субъекту. То есть он на него смотрит как на какой-то биоматериал, я не знаю, там, которого можно убить там, в любой момент, сделать с ним все, что хочешь. Вот. Потому что у него нет этой ценности. Ну, то есть я только могу представить, что там вообще в семье вот такого мудака происходит. Вот. Но у него просто как бы на уровне его ценностной базы, если ее таковой можно назвать, отсутствует человек в принципе, что люди могут быть связаны с животным какими-то узами, что это животное представляет для них ценность, что это полноправный член семьи, которого необходимо беречь и к которому необходимо относиться соответствующим образом. И вот мудак на этом уровне, как бы, вот, он дегуманизирован по определению. У него нет вообще никакой там ценностной составляющей, которая бы позволяла ему заботиться о других людях и думать об их интересах. И он ничем не отличается от такого же мудака на самом верху, потому что тот, по большому счету, относится к людям точно так же, как эта тварь относится к собакам. Более того, они к людям именно так и относятся, потому что они так смотрят на собак. Как ты смотришь на живое существо, в принципе,
Как ты смотришь на живое существо? В принципе, ну, ты так смотришь и на людей, потому что если ты исключаешь страдания у живого существа, будь то собака, дельфин, там, кит и так далее, то, по всей видимости, тебе легко сделать переход, что, в общем-то, ну, человек как Homo sapiens, как животное, собственно говоря, почему на его страдания можно смотреть как-то по-другому. И совершенно не случайно, поэтому на Западе как бы людей, которые ведут себя подобным образом, ну, их просто вносят в соответствующие списки и считают опасными для общества, как бы там, да. И именно поэтому наше как бы быдло, которое там находится на разных шаблях, как это по-русски, на разных уровнях иерархии социальной, вот, они абсолютно не думают о людях. Потому что человек абсолютно не в центре их вселенной, и побороть их можно только дисциплинарными методами. Ну, причем самыми жесткими дисциплинарными методами. Украина, я просто в этом уверен, должна пройти через жесткую дисциплинарную как бы вот эту вот встряску, когда государство должно в буквальном смысле вот плетью по жопе, по рукам, в тюрьму, в канаву, как бы там, да, кидать вот этих, всю эту девиацию, как бы быдлодевиацию, которая потеряла человеческая. И пока не будет вот сформирована вот эта вот дисциплинарная модель, когда причина и следствие у быдла будет очень четко. То есть быдло в Европе, оно не делает что-то плохое по той простой причине, что оно четко понимает, что ну, рука будет условно там отрублена, как бы там, или голова будет отрублена, или сядет как бы в тюрьму со всеми вытекающими последствиями. Вот. Только по этой причине. Не потому, что они там какие-то я не знаю, там, облеченные какими-то гуманитарными идеями, какая-то особая духовность. Быдло везде одинаковое, друзья мои, и его очень много. Вот. И вопрос просто ключевой вообще перед нашей страной стоящий, это вопрос в ценностях, который исповедует правящая элита, вот просто правящая элита, которая как бы понимает, что быдло должно быть заключено в жесточайшие рамки, вот, и которая ни при каких условиях не пойдет на сделку с, ну, как бы, совестью и с осознанием необходимости порядка, в котором невозможно пропетлять, осуществив соответствующее правонарушение. Вот я сегодня читаю новость о том, что журналист там какой-то, то ли в районе Кременца, где-то на Западной Украине, ехал на своей машине, Volvo 90, по-моему, и он говорит, что вылетели на скутере, значит, какие-то там местные на скутере. То есть, смотрите, вообще конфликт какого уровня. На скутере быдлодвиж какой-то влетел в машину, в его, произошла авария, вот. Но поскольку это местные, то очень быстро показания полиции, значит, там, то, что было зафиксировано, начало все меняться. И, соответственно, них, ну, как бы, суд не может прийти к решению, а кто же как-то в этом виноват? Ну, то есть, как бы, несмотря на наличие там каких-то фактов, которые стали расплывчатыми, как бы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И следствием является то, что быдло проебало страну. Ну вот, извините, как бы, что я такие применяю такие, как бы, применяю термины, но ну, как бы, для быдла тоже, как бы, месседжи нужно соответствующим образом формулировать на языке, который оно понимает. Условный украинский олигарх, там, не знаю, Ахметов, как бы, там, да, Коломойский, кто там, Фирташ, там, вот это все, берите любого там, да. Смотрите, они же прозевали все. То есть у Ахметова капитализация доходила до 30 миллиардов долларов там, как бы, на пике. Там, да? Но все это было потеряно, практически потеряно, или будет потеряно. Это вопрос времени.
Вот. Потому что ценностная база, она не позволяла зафиксировать какие-либо правила игры, которые бы удовлетворяли и принимали бы абсолютное большинство населения. Ну, то есть, чтобы все понимали, что есть, может быть, не полная справедливость, но справедливость, что не нужно тасовать все решение суда, что все относительно. То есть, понимаете, как бы в мире относительности все относительно до смерти. Потому что смерть не относительна. Вот нужно пропускать в нашей стране все до того, когда дело не доходит до смерти и не доходит до денег, которые часто как бы приводят тоже к смерти. Потому что ради денег тут готовы закопать миллионы человек в прямом смысле этого слова. Да? Вот. Отправить их хер знает куда, куда-то там на чужбину. Там. Мне говорят, как эвакуировать левый берег? Типа, это же такого никогда не происходило. Типа, как? Ну так у вас, если нет людей, у вас нет страны. Ну то есть, если ты не задаешься вопросом, как ты спасаешь людей, потому что они являются главной ценностью этой страны, без которой она не может существовать, то ты в принципе можешь забивать болт на все, зарабатывая на постоянных ремонтах за счет денег Европейского Союза, пусть разрушают, следующие подвезли, пусть разрушают, следующие подвезли, да, а мы сидим, распиливаем. Вот, а дети уже там на Лазурке где-то находятся, или где-то в Италии, там, в Нидерландах, я не знаю, в прекрасных странах. Вот. И соответственно, а человек ничто. Зачем их эвакуировать? Там, если в Харькове там 100 тысяч детей находится, то мы же можем говорить о том, что у нас 100 тысяч детей, хотя дети бегут же отсюда. Вот разговаривал на днях там с людьми, условно говоря, поток, на котором там условно 100 человек, да, из 100 человек 96 уезжают после школы учиться за границу. То есть они приняли для себя решение. То есть дети как класс наших, так сказать, сограждан просто исчезают. Потому что у детства здесь нет никакой перспективы. И для родителей, соответственно, потому что родители думают, в какой стране они будут жить, где здесь справедливость. Потому что когда ты открываешь новость подобного плана, сейчас я ее открою, вот читаю, на «Украинской правде» читаем. Смерть мужчины в распределительном пункте ТЦК Киева. Там говорят, что он упал в обморок и ударился головой о твердый пол. В Подольском ТЦК СП 71-й бригаде ДШВ заявили, что мужчина, который умер в распределительном ТЦК Киева, потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Ну, это так приблизительно, как наша собака. То есть она шла по улице, а потом просто взяла и сдохла, потому что оно вот так вот произошло. И в ответ на распространенную информацию, якобы избиение военнообязанного, предоставляем публичное разъяснение обстоятельств событий. Указанный гражданин действительно был мобилизован Подольским ТЦК 18 октября 2025 года. После прохождения всех установленных процедур 19 октября он был доставлен в распределительный пункт и включен в состав для дальнейшего перемещения в 71-ю отдельную егерскую бригаду ДШВ ВС Украины. А во время информирования представительной части призывников бригаде будущей службы мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Это официальное заявление. А Никита Потураев, сегодня народный депутат, наш заявил, что они проанализировали всю эту ситуацию по ТЦК с какими-то там, ГОшками, с помощью искусственного интеллекта и сказали, что абсолютное большинство из них это дипфейки, которые там распространяют россияне. Вопрос. Любой человек, который читает это в здравом уме и в ясной памяти, вот новости такого плана, как он будет относиться к государству, которое не способно признать, что что-то не так вот в этом ТЦК и в куче других ТЦК, по поводу которых постоянно появляется информация в СМИ и не в СМИ, в социальных сетях там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно говоря, потом появляются темы относительно того,
что люди не хотят там защищать государство, или что что-то там как бы у них не существует каких-то мотиваций. А какие у них должны быть мотивации? Какие у них должны быть мотивации? Ведь никто не мотивировал людей в 2022 году. Они сами шли защищать государство, потому что они думали, что государство отплатит за порыв справедливостью. Справедливостью с точки зрения распределения там, социальных благ, с точки зрения налоговой политики, с точки зрения воздаяния за смерть тех, кто защищает государство. Вот люди на это рассчитывали. А когда им показали вместо всего этого, мягко говоря, тот самый орган, конечно, люди сделали соответствующие выводы. И та трагедия, которая сегодня произошла в Овручевском районе, я уже на предыдущем эфире ее упоминал, когда там какой-то парень, который пытался хоть чушкой, хоть тушкой, хоть чучелом сбежать из Украины, и его там уже задерживали на границе. И в этот раз он попался, так понимаю, где-то в районе, ближе к белорусской границе, в этой электричке. И в результате подорвал, что-то там подорвал, то ли гранату, то ли какую-то взрывчатку, и погибло 5 человек, еще 13 было ранено. Так это, уже не звоночек, это колокольный такой набат, очень мрачно звучащий. Вот. И соответственно, никаких перспектив Украины не будет, если в центр элиты, интересов элиты, вообще в центр самих украинцев не станет человек. Это не означает, что в Украине нет нормальных людей. Их полно, их очень много. Потому что то количество там поддержки, мне звонили даже незнакомые мне люди, писали там в личку, и люди там не являющиеся там, не относящиеся там к моему ближайшему кругу там, и так далее, они все писали и звонили, и говорили, что вот что тебе нужно, как вам помочь и так далее. На самом деле огромное количество в Украине нормальных людей, у которых нормальные ценности, которые не хотят убивать собак и не убивают их, если люди не убивают собак, то эти люди, очевидно, и людям будут помогать, нормальным, там, ненормальным, будут помогать, потому что у них есть соответствующие ценности жизни, это самое главное. То есть, если есть ценность жизни, то человек будет стремиться к тому, чтобы оберегать от смерти живых существ. Человек это либо животное там, и так далее, потому что он понимает, что для живого существа естественно стремиться к жизни, а не к смерти. Вот. И нормальные люди в этой стране просто должны понимать, что необходимо становиться жестче к быдлу и жестче к пониманию того, что не все нормальные вокруг, что очень много быдла вокруг, которая никогда на вас не будет смотреть, потому что не способна, в принципе не способна. У него это там или психопаты, или травмированные на протяжении целых поколений люди, потому что они не могут выйти из травмы семьи по тем или иным причинам. Вот. И собственно говоря, в этом плане осторожный оптимизм заключается в том, что несмотря на все перипетии, несмотря на бегство людей из Украины, что там миллионы выехало и так далее, в Украине по-прежнему очень много хороших людей, которые должны понять, что придется занимать бескомпромиссную позицию относительно быдла. И что эта родовая травма Второй Республики, связанная с тем, что быдло не было заключено в организационные формы, которые, в принципе, такую форму поведения не позволяют реализовываться ни в каком виде, ни внизу, ни вверху, нигде. Что придется очень сильно бить по рукам, по губам, по жопе, по чем угодно. Юрий тут пишет, нормальные люди уже уехали, когда откроют границу, уедут оставшиеся, такая ценность жизни уже на нуле, после возвращения ребят с фронта будет еще хуже. Дорогие мои, вам скоро некуда будет ехать, вы просто поймите это, потому что там в начале, когда
кто-то упоминал Трампа, который, мы тоже с супругой вот это сегодня обсуждали, эту новость, где Трамп, да, Серж Корни говорит, для меня апофеозом быдла была вчерашняя конференция, пресс-конференция Трампа, когда женщина-журналистка из Франции дважды его спросила, он ответил, что у нее плохая английская, и потому пусть идет лесом. Вот как бы, ну типа, и это проявление такого как бы быдлячества там, да. Вот, ну так это действительно так. Это действительно так. И в Европе мы видим тоже массу кризисных моментов, которые не оставляют никаких иллюзий относительно того, что Европа будет в огне. Поэтому, к несчастью или к счастью, я не знаю, наверное, там, исходя из того, каждый как вот в этой ситуации там себя позиционирует, но ситуация такова, что весь мир в огне, просто мы в этот вагон впрыгнули раньше, но он тоже будет в огне, и мы имеем как бы системным кризисом, когда вот эта революция информационная, которую мы наблюдаем там, через социальные сети и так далее, она резко расширила возможности быдла как бы там доносить, репрезентовать себя, как бы там продвигать себя во власти там, и так далее. Это будет какое-то время, естественно, и это неизбежно, наверное, как бы следствие того, что происходит вот такой процесс в силу вот этой вот технологической революции. Но откат тоже будет неизбежен, потому что откат будет либо в форме нового элитного консенсуса, феодализма, вот, о котором, по сути, технофеодализма, о котором Питер Тиль говорит. Вот. Или там чего-то другого. Но в любом случае судьба добрых людей всегда, так же, как и судьба любых друзей, зависит от их организации и от той ценностной базы, которая направляет их деятельность на защиту своих интересов и своих ценностей. Поэтому важно понимать, идентифицировать угрозу, важно понимать, кто перед вами, не иметь никаких иллюзий, и наказывать зло, маленькое или большое, обязательно наказывать, потому что нельзя ни в коем случае как бы спускать зло с поводка. Оно к тебе всегда вернется. Вот, поэтому, покажи еще раз эту собачку нашу. Вот, поэтому вот эта собачка, я думаю, она сыграет определенную роль в нашей с вами истории, потому что вот это зло, которое закрыло ей глаза, оно будет неизбежно наказано. Вот такие пироги. Пока.